Это горький город. Все эти дома, они разваливаются, они просто выглядят ужасно. Водоросли выросли. С каждым годом здесь реально все хуже и хуже. Супер волнистый тротуар. Здесь плохо вообще все. Это норка. Я боюсь себе представить, что еще через 5 лет будет. Бетонные плиты, которые сейчас просто в реке валяются. Не все так просто, мой друг. Это вообще необъяснимая фигня. Раз уж мы с вами находимся в Красной Поляне, я не могу не сделать вставку про мою личную боль. Это горький город, комплекс зданий, которые построили к Олимпиаде 2014 года. И часть здесь под отели и под туристическую инфраструктуру, а часть они сделали жилые дома. С Олимпиады прошло 5 лет, и уже сегодня все эти дома, они разваливаются, они просто выглядят ужасно. Такое впечатление, что, не знаю, им лет 50, 60, 70, и все это время никто ни разу здесь не делал ремонта. Да, здесь вот первые дворы, можно просто посмотреть на фасады, на то, что вот все балконы, они в каких-то потеках, там какие-то, не просто какие-то потеки, да, там уже и водоросли выросли, штукатурка вся отваливается, они пытаются каждый год там подкрашивать, но это ничего не помогает, они не продумали водоотвод, и здесь все очень быстро разрушается. При этом я каждый год приезжаю, все это смотрю, и с каждым годом здесь реально все хуже и хуже. Мне очень жалко людей, кто здесь купил квартиры. Они нигде здесь не продумали водоотвод, поэтому вся плитка у них разрушена, они, опять же, постоянно пытаются как-то перекладывать, но это не поможет. Все в лужах, вода с крыши, она тоже вся выливается во двор. Я уже не говорю про то, что они сделали какие-то совершенно убогие дворы. Казалось бы, с нуля проектировали, делают такие якобы европейские кварталы, но все дворы отдали под парковку, вместо того, чтобы сделать что-то приличное. То вот это такое, какие-то водоросли уже, я не знаю, какие-то скоро диковинные растения вырастут. Вообще, слушай, это же реально выглядит как какая-то заброшка. То есть прошло 5 лет после Олимпиады, люди здесь купили квартиры, эти квартиры были очень дорогие. Людям это преподавали какое-то элитное жилье, которое выглядит как какая-то плотненькая европейская застройка. Сейчас это реально похоже на какие-то заброшенные здания, где дешевая пластиковая дверь подпирается гнутой какой-то урной. Вход в подъезд, а вокруг как бы на тебя там какой-нибудь карниз очередной не упал. Но, к счастью, стоит отдать, поблагодарить архитекторов и строителей, поскольку все карнизы эти пенопластовые, сделанные из дешевого говна, если он даже на голову упадет, то он не убьет. Скажите, друзья, должна ли через 5 лет так вот отваливаться штукатурка прям такими пластами с фасада? Нормально ли это качество работы? Смотрите, в каком состоянии находится фасад здания. Да я говорю, что она, по-моему, картонная колонна. Если мы будем сейчас сильно стучать, отвалится вот эта вот гранитная плита облицовки, потому что они тоже все разваливаются, эти плиты. Ну и все, что здесь сделали, это ужасно бестолковое, непродуманное и халтурно сделано. Пойдемте дальше смотреть. Вот банальный пример. Еще раз. Вы, делаете новую застройку в чистом поле, у вас кучу бабла, у вас Олимпиада, у вас приезжают гости со всего мира, чтобы смотреть на достижения российской архитектуры и строителей, мы этим всем гордимся. И у нас тротуары. Где вы видели такие тротуары? Посмотрите на эти тротуары. Я уже не говорю о том, что они все пошли волнами. То есть это такой супер волнистый тротуар, и я не знаю, видно ли это на видео, но у него там перепад высот там плюс-минус там 30 сантиметров. Вот сейчас ребенок едет, хорошо видно, там, какими волнами пошел тротуар. Они не сделали нигде пандусов, они вообще не продумали какую-то безбарьерную среду, хотя, еще раз, это Олимпиада. И во время Олимпиады особое внимание как раз уделяется безбарьерной среды, чтобы маломобильные люди, они чувствовали себя комфортно. Когда Олимпиада проводилась в Лондоне, целые исследования по всему городу проводили, люди специально тестировали на инвалидных колясках, везде ли будет доступ маломобильным гостям. Здесь с нуля для Олимпиады строили, и повсюду бордюры, нет ни одного пандуса, совершенно неправильные пересечения, неправильные пешеходные переходы. Здесь плохо вообще все. Кто живет там? Это норка какого-то животного. Просто кто-то взял, проломил. Это просто все это сделано из... Блин, это реально все какое-то пенопластовое и картонное. Вот это такие декорации к какому-то фильму. Но декорации к фильму строят там на несколько месяцев, пока идут съемки, а вот эти декорации к Олимпиаде стоят и разваливаются уже 5-й год. Я не знаю, насколько здесь видно. Ну, то, что вот это все разваливается, это хорошо видно, да? Я думаю, это мы не будем показывать. Вот. Но хорошо показать, насколько кривой у них весь тротуар стал. И этот, здесь вообще все абсолютно кривое. Прошла такая группа отдыхающих,
каждый просто на автомате, как какой-то барсук, жует семечки и плюется этой шелухой, при этом они делают это без рук, то есть он как-то языком там подцепляет новую семечку, очищает ее зубами языком и сплевывает шелуху. Блин, потрясающе. Удивительный, талантливый у нас народ. Там они продумали типа пандус, хотя этот переход перекрыт мостом вообще. Здесь уже пандуса нету, здесь опять бордюр, то есть повсюду эти бордюры. Повсюду совершенно кривая поехавшая плитка из-за того, что водоотвод вообще нигде не сделан. Здесь нету ливневки, здесь не продуманы вообще никак, здесь не сделана нормальная вертикальная планировка. Здесь вода стоит в лужах, она стекает на эти тротуары, все это затапливает, все это размывает. И я боюсь себе представить, что еще через 5 лет будет. Это такой критический срок для таких халтурных работ, когда уже начнут здания разваливаться в физическом смысле, у них начнут отваливаться колонны, балконы, пойдут трещины, и я не удивлюсь, если лет через 10 это просто все придется снести. Просто здесь халтура в каждом элементе. Разваливается фонарь. Здесь просто можно идти, у нас не хватит хронометража видео, чтобы рассказать, насколько халтурно здесь все сделано. Как у меня от этого... Что это такое? Просто нету ни одного нормального элемента. Давайте сейчас поставим задачу найти хоть что-то хорошее, какую-нибудь точку, откуда можно посмотреть в разные стороны и не увидеть пи***а. Потому что пока я стою на каких-то руинах, разваливающихся декорациях и не понимаю, что здесь происходит. Давай посмотрим набережную, может они набережную сделали нормально. Давайте действительно посмотрим набережную. Зачем я пошел это смотреть? Выдавила вот эту всю подпорную стенку, разрушенные все укрепления на том берегу и вот эти плиты, бетонные плиты, которые сейчас просто в реке валяются. Слушайте, какой кошмар! Как можно так делать? Я приехал в Сочи, здесь природа, здесь должна была быть красота, чтобы в надежде показать вам хорошие дворы, как должно быть. Но что-то пошло не так. Ладно, мы продолжаем дальше инспектировать. Это Горький город. Это один из главных наших олимпийских курортов. Мы моделируем жизнь в городе, мы идем по тротуару. При этом, еще раз, мы идем не просто по какому-то тротуару, а мы идем по тротуару, который с нуля построили. То есть вот это вот все кто-то проектировал, кто-то продумывал, рисовал, какая у него будет ширина, еще что-то. И вся эта история, она благополучно упирается почему-то в стену. Что это такое? То есть здесь я должен вот так вот пройти. Окей. Так, хорошо, мы идем дальше. Мы пытаемся найти что-то хорошее. Да, здесь мы выходим на главную площадь. Они сделали какой-то желобок. Тоже он уже в таком не очень приятном состоянии. Вокруг все такое полуразрушенное, разрушается плитка, разрушаются бордюры. Бордюры они почему-то здесь они красят их серой краской, здесь они их зачем-то красят черно-белой. Зачем это делать, вообще непонятно. Хотя тут вообще пешеходная зона, зачем здесь вообще нужен бордюр? Я не знаю, здесь должна была быть единая общая зона, и при необходимости машина проедет, как в Москве сделано на пешеходных улицах. То есть зачем они сделали эти столбики, и проезд вообще непонятно. Здесь опять же какой-то очень странный переход. Мне прям даже стало интересно, куда этот переход ведет. А этот переход у нас ведет на заросшую уже деревьями, сорняками, заваленную строительным мусором набережную. То есть что здесь, видимо, здесь что-то предполагалось, но ничего не сделали, поэтому тут какие-то заросли, как в заброшенном городе. Главное, Сбербанк везде повесил свою рекламу. Здесь реклама, на кабинках реклама. В общем, все, видимо, Сбербанк на эту халтуру дал бабла и теперь пытается как-то отбить свои инвестиции, поэтому все здесь увешано рекламой Сбербанка. Вот эту вот хрень они называют лестницей. Они, видимо, здесь забыли сделать ступеньки. Это какая-то... Я точно не знаю, они все разные, они все кривые, просто какой-то грубый бетон. Как можно такую лестницу оставить, я вообще не понимаю. Не все так просто, мой друг. Чтобы здесь спуститься на набережную, нужно проявить ловкость. Сначала нужно спуститься по кривой, ужасной лестнице. Я не знаю, мне кажется, вот за такую работу нужно руки отрывать. Я не знаю, кто это делал, я не нашли этих рабочих, ну ладно. Здесь почему-то, видимо, что-то должно было быть.
Но это что-то, оно либо растаяло, как снег, либо забыли сделать, не сделали, но по какой-то причине тут вот такая ситуация, и нужно вот как-то так спускаться на набережную. Здесь, видимо, должно было быть какое-то благоустройство, поставили основания под клумбы, но клумб никаких нет. И опять же, просто чтобы вы понимали, это не то, что мы выбрали, нашли из 100 спусков, мы нашли самый разбитый. Вот здесь каждый такой, то есть вот мы берем любой спуск, лужа, ужасные кривые, неудобные ступеньки, естественно, нет никакого пандуса, то есть если вы с коляской или с велосипедом хотите спуститься на набережную, сделать это будет очень сложно, видимо, где-то надо искать спуск с пандусом, я вообще не знаю, есть ли он здесь или нет. Мне, кстати, очень нравится то, что здесь среди булыжников в реке валяется куча строительного мусора, то есть вон какая-то бетонная хрень, что она здесь делает, откуда она здесь взялась. Вот. Особенно мне нравится то, что, опять же, они с нуля проектировали дома, пытались сделать как в Европе, но не смогли сделать ни один подъезд на уровне земли. То есть все подъезды, они почему-то приподняты, везде есть какие-то вот эти вот лабиринты из пандусов. Почему нельзя было сразу нормально сделать, непонятно. Да, но опять же, это вот главная улица, которая изначально по плану должна была быть пешеходной. То есть, вот как мы обычно видим там в Европе, пешеходные улицы, где по бокам находятся какие-то там магазины, кафе. Но, обратите внимание, они не смогли сделать ни один магазин на уровне земли. То есть, опять же, везде ступеньки, вот эти вот лестницы, пандусы, перила. И они даже не смогли отказаться от бордюров. То есть, зачем они здесь сделали бордюры на пешеходной улице? Что, можете что-нибудь это рассказать, подсказать? Мы тут живем. Живете? Да, в горках прям. Почему такое хреновое качество домов? Это не к нам. Мы здесь работаем, просто не работаем. То есть это не вы строили? Нет. Мы это эксплуатируем. Да? Слушай, ну расскажи. Не, но мы не здания их сами эксплуатируем. Ну хорошо, здание же говно построено. Слушай, я боюсь, сейчас я тебе что-нибудь начну рассказывать, Тебя потом уволят. да, потом это... Просто подмигни. Ну, Да? про качество? Да. Ну, про качество зданий. Не, ну слушай, есть проблемы, конечно, не без этого. Но как и везде, наверное, здесь. Не, ну все решают. Решают? Да, здесь как бы... Я вижу, как каждый год пытаются что-то подмазать, Ну, подкрасить, оно все больше разрушается. Я все жду, когда начнут такие балконы отваливаться. Ну, балконы не отваливаются. Да? Ну, пока еще. Пока да. Набережная, видел эти подпорные плиты? У набережной начало уже выбивать. А, вот это, кстати, нет, мы не Ну, ты сходи, ты перекинься через это, и там уже так на полметра они уже начали разрушаться. Зачем они здесь сделали тротуары? То есть это вообще необъяснимая фигня. Эта улица изначально в проекте она была пешеходной. То есть я понимаю, здесь в случае чего предполагается проезд какой-то техники, машин, и иногда он может быть, но это спокойно решается на обычных пешеходных улицах, когда все делается в один уровень, и в случае чего просто машина аккуратно проезжает. Там, если нужно спецтехники, там скорые, какой-то аварийным службам проехать, или там доставки. Зачем здесь делать тротуары? Зачем громоздить вот эти все пандусы, лестницы? Почему нельзя было изначально сделать нормально? Опять же, это строили с нуля, рисовали 5 лет назад, когда уже понимали, как должно быть. Почему нельзя было пригласить хоть одного специалиста, который знает, как нужно делать? Почему отдали все делать каким-то криволапым дебилам?